Ветер встречный. Луны. Ветер вроде не сильный. Может, и пройдем. Может, утихнет. Готовы отчаливать. Волны чуть успокоились. Но там, похоже, ветер дует. Посмотрим. Но нам пройти 3 километра до Долгого и потом еще километров 10 до Святого Носа. Вышли на воду. Все, пока, местечко хорошее. Прощай, вяленый кот. Мы двигаем к Долгому и потом к Святому Носу. Вот туда вперед. Вот мы уже идем обратно. Вот там Большой Ушканий остров. И вот, собственно, 3 маленьких. Но нерп что-то не видно. Наверное, и не пойдем нерп смотреть. Тем более там за человека 2500. Дороговато. И, возможно, там нерпа нету. И сейчас волны вот достаточно сильные. Так что думаем, наверное, не надо приставать. Ну вот, в такие волны сейчас идем до Святого Носа. Почти перешли до Святого Носа. О, вот оттуда. Сейчас до мыса вот до того 3 километра еще прогрести. И там перекусим чуть-чуть. Ну вот, ветер встречный. Боковой даже больше. Сейчас встречный уже. И волны вот такие боковые. Ну, довольно быстро перегребли. Байкал волнуется по-прежнему. Но мы остановились тут перекусить. Даже лодку не разбираем. И пойдем дальше. Ветер, холодно. Висит кофту. Близко положил. А я полотенце прикручу. Ай. А вот Ушканий острова вдали. Оттуда сегодня вышли. Вот такой бережок. По ощущениям, ветер чуть-чуть уменьшился. А вот впереди мыс Орловый. За него зайдем и дальше до нашего ручья, до стоянки у ручья. Всего километров 10.
Продолжаем обходить Святой Нос. И вот в отличие от его западного побережья, вот здесь много мест, где можно остановиться. Наша запланированная стоянка прямо вот тут. Да, мы планировали вот здесь остановиться. Кстати, неплохое место. А до ручья сколько еще? 7 километров, да, где-то? 7 километров. Что, до ручья пойдем? Пойдем. Сегодня день такой для гребли вполне нормальный. Тучки, не жарко. А здесь даже уже и волн особо нет с этой стороны. Все-таки решили остановиться на этом пляжике. Тем более, что это запланированная точка. Неизвестно, какой берег около ручья будет. Здесь вода, конечно, взмутненная волнами из-за песочка. Но место есть. Вполне. Можно вот здесь на песочке палатку поставить. Песочек классный. Бухточка за мысом Орловым. Вот опять медвежьи следы. Что-то покрупнее какие-то. Не очень понятно, сколько их тут. Вот. Это побольше, по-моему. Вот. Туда ушел. Туда шел. Мишка. Ну и там они на песке тоже присутствуют. Похоже, на всем Святом Носе одни медведи. Можно к ручью, конечно, попробовать поехать. Может, там их меньше. Вова. Ну Вот да, это крупные. медвежьи тоже. Да, вот, следы. Топ. Так он придет опять. Ну придет, мы его напугаем и все. Так. Наверное. Что дофига следов. Здесь я не ходил. Да я вижу, ну, смотри. Вот здесь вроде как старые, похоже. Ну, к вечеру припрется. О, вот здесь неплохое местечко, кстати.
Все-таки решили пообедать и двигаться дальше. То тут по следам непонятно, сколько мишек гуляет. Если бы один бы, да ладно бы, прогнали бы, а если их тут много, медведиц, например. Ну нет, судя по всему, скорее один. Вот самое главное, тут воды чистой нету. А Байкал тут какой-то мутный. Песочек взбаламутился. Чистой воды нет. Все, сейчас уху приготовим. И пойдем еще километров 7 до ручья. Если там не будет стоянки нормальной, пополним запасы воды. И тогда на верхнее изголовье пойдем. Но пляжик тут хороший. Все хорошие пляжики медведи облюбовали. А хороших пляжиков тут маловато на Святом Носе. Пообедали. Правда, уже вечер. Но мы решили пойти все-таки к ручейку. Там водичка чистая. Должна быть. Ну, так местечко неплохое. Вода опять стала чистая. Можно пить прямо из-за борта. Вот тут какая красота. Горки. А вот там верхнее изголовье. До него километра 3. А до ручья и того меньше. Километра 2, наверное. Вот верхнее изголовье. Здесь крестик вон. Маяк. Маяк. Мы смотрим место под палатку. Похоже, вот здесь есть. Ну давай. Туда уж не пойдем. Сейчас пристанем, посмотрим. Все, мы заходим в Чебуркуйский залив. Да. Это Чебуркуйский залив. Он большой. Вот здесь, наверное, остановимся. Посмотрим. А вон сарайчик какой-то, который на карте обозначен. Сарайчик. Ну вот мы нашли полянку ровную. На верхнем изголовье. Вот. Вот такая вот поляночка. Утро встречает нас встречным ветром. А нам сегодня вон до того второго острова надо дойти. До маленького. Так, вот тут у нас наша палатка расположилась. Среди кедров. Шишки еще
не созрели. Продукты у нас тут лежат отдельно. В палатке продукты не храним. И еду не таскаем в палатку. На всякий случай. Чтоб медведи не забирались. Там белочка прибежала. А где она? Где-то в траве. А, уже вот как нам. Это маленькая. Вообще у нас тут птицы прилетали какие-то. На голубей похожие. На эти кедры садились. И звонко очень кричали. Собрались. Сейчас будем отчаливать. Ветер попутный начался. Ну, он сегодня то попутный, то встречный, то попутный, то встречный. Вот там какой-то кораблик экскурсионный из Чебуркуя пришел. А нет, он наоборот в Чебурку идет. Откуда пришел, я уж даже не заметил. И идем к острову Малый Кылтыгей. И около него бухточка наша. Называется Онкогонская. Ну все, пока. Верхнее изголовье. Идем дальше, вон туда. Это же видно тот берег. Завтра мы где-нибудь тут будем уже. Пойдем в Чебуркуйский залив. У нас сегодня легкий переход. Километров 10, не больше, может меньше даже. Отдыхательный. А вот завтра будет большой переход. Вот через вот тот маленький Кылтыгей остров. И потом на ту сторону. Так. Причалили передохнуть к мысу Фертик. Напротив Лохматого острова. Ветер встречный. Дует и дует, вон какие-то прям это волны. Ну не волны. Видно, по воде прям видно, как она бежит под ветром. Вот здесь вот чуть-чуть спрятались от ветра. Только на самом берегу ветра нет. О. Это только за мысом. Да, за мысом. Сейчас посмотрю сколько. До стоянки еще немного. Красота. Какие места классные.
Зашли за мыс, а тут небольшая бухточка. А вот там вдалеке остров, похожий на черепашку. А вот этот на крокодила. Бухта окуневая. А мы идем на следующий мыс. Там у нас стоянка запланирована. Зашли мы за мыс, в бухту Ангаконскую. Да, и в общем вот где-то там у нас стояночка. Сейчас зайдем за вот эту, за этот бережочек мелкий. Ой, какая-то птичка так свистит. Да, Прикольно. птички свистят. Вон та. Здесь красивый вообще залив. И где-то вдалеке грохочет гром. А вот, по-моему, впереди, вон там, над горой. С другой стороны. Такая уютная бухточка. Ангаконская. Сюда кораблик Там остров Елена. А мы хотим вон туда на пляжик прийти. Сейчас ливанула гроза. Ливень ливанул. Точнее, гроза грохочет до сих пор. Ветер, ну, вроде бы как уменьшился. Но самое главное, что здесь, в этой прекрасной бухточке, нету места даже для стоянки. Вот там, где высокая трава, она такая болотистая. И палатку поставить просто невозможно. На берегу повсюду муравьи ползают. И медвежьи следы. Да. Но медвежьи следы, это ладно бы. Но главное, палатку негде приткнуть. Но только, Идем, на, наверное, только дальше, на да. песочек, да, идем. Источника Змеиной. Да, до Змеиной. Это вот еще 3 километра туда. Заходим в бухту Змеиная, к горячему источнику. Ну и надеюсь, что там где-то будет стоянка нормальная. Можно вот на тот пляжик потом уйти будет, если стоянку не найдем. Думали, сегодня расслабонский день будет. А что-то нагреблись тоже еще лишнего. Планировали же в предыдущей бухте останавливаться. Но здесь тоже красиво. Остановились. Ищем место для стоянки. А потом сходим к горячим источникам. Ну вот, расположились мы в бухте Змеиной. В таком хорошем местечке. Тут у нас крыша над головой. Тут проходит тропа, экотропа в бухте Змеиной. Вот отсюда и где-то
ближе к началу Чуваркуйского залива. До Курбулика, по-моему. Вот. А там горячие источники. Возможно, мы на них еще успеем сегодня. Сейчас соляночку покушаем. Искупнемся. Да, я уже поплавал. Вода теплая. Теплее, чем на Черном море. В начале лета. И здесь берег очень крутой такой. Угу. Все идет, а потом раз и вниз. Там классно заныривать будет. Я еще не нырял. Во, супчик. Вкусный. Пошли мы на горячий источник. Ближе к вечеру. Вот идем на те домики. Сейчас посмотрим, что там. Зашли мы на источники горячие. И греемся тут. Вообще тут хорошо после холодной воды. А когда мы отмыкали в горячих источниках, нам встретились несерьезные люди. И они нас угостили серьезной рыбкой. Окунем копченым горячего копчения. Вкуснота. Сейчас покушаем, чай попьем и спать. Завтра предстоит переход 25 километров на ту сторону. Вот. Надо сил набраться. Ну все, до завтра. Вот так вот мы расположились на входе в бухту Змеиная. Утром. Сегодня пересекаем Чуваркуйский залив и идем дальше за речку Чуваркуй. Как водичка? Тепленько. Особенно рано утро, когда ветра не было, вообще было теплое. Днем бы здесь. Без ветра. А у нас опять встречный ветер. В другую сторону О, поменялся. Поменялся. Давай-ка быстрее выходить. Нет, не поменялось. А по-моему поменялся, посмотри на траву. Ну это здесь. А там, посмотри, видишь, туда. Ладно, посмотрим. Если туда, значит встречный. В любом случае выходить уже пора. Вышли с нашей ночевки Змеевой. Вон там, где домик, там кордон и горячие источники. Теперь путь держим к Лысому острову. Там передышка и дальше. Сегодня большой довольно маршрут. До Кедровой планируем дойти. Бухточки.
подошли к острову Голый. А там каждое дерево облеплено птицами. Чайки вроде бы. И вот там на берегу тоже. Хотели остановиться там. Ну, не знаю, сейчас распугаем всех птиц. Подойдем, может, просто поболтаемся там в тени ветра. Где нет, в тени острова. Нам что-то не везет с ветром в этот раз. Вчера шли встречные, сегодня шли встречные, но в противоположном направлении. А вот Чебаркульский залив во всей красе. Там вот его конец. Мы туда уже не пойдем. Ну, там уже так обжито. Люди на машинах-то могут доехать. А здесь дикие места. Вот бухта Змеевая, откуда мы ушли. Вот. И нам на тот берег. Еще километров 8, если напрямик. Это вот все гнезда бакланов. А на берегу он какой чаячий базар. И бакланы на деревьях. Сколько колбаски кусочков? По 2? Давай по 2. Вдалеке тучки опять собираются. Опять может дождик ливануть. Кстати, там, по-моему, он уже идет. Змеевой еще нет дождика. А дальше есть. Мы тут от ветра спрятались. Ветер все еще встречный. О, Пересекли Чебаркульский залив. Волнение на Байкале. Вот здесь так вроде не видно, а там такие неплохие волны. Вот подошли к мысу перед Чебаркуем, перед деревней Чебаркуй. Передышка просто. Такие красивые обрывчики. И пещерка. Вырод. На следующем мысе, километра через 3, думаем пообедать. Ну все, Святой Нос позади. Теперь
Впереди открытый Байкал. А по берегам тут сплошные заросли непроходимого кедрового стланника. Вот. А дальше пляжик начинается. Мы решили туда к Чевыркую не идти, а здесь на пляжике остановиться и пообедать. Уже время, обед. Да, вот там вот деревушка Чевыркуй, там, где устье реки Большой Чевыркуй. Она вообще не жилая. Дно песчаное. А до стоянки еще километров 14. Офигенный пляж. Крупный песочек, который не липнет. Тут вот заросли кедрового стланника. Практически непроходимо. Но, как оказалось, не для мишек. Тут весь пляж истоптанных следами. Нашли там тенечек приготовить, покушать. О, там. Вода вообще теплая. Не, ложку. Чё? А, нет. Ложку упала в песок. Я вот так сделал. А у нас на обед тушеная капуста. Скелет бормуша. Классное местечко. Нам до нашей ночевки еще 14 километров. Вроде бы. Да? Ну, может и 13. Ну да. Может, скорее 13. Ветер успокоился. Надеюсь, мы сейчас пойдем быстрее. Прошли речку Чевыркуй. И путь держим вон туда. Все дальше на север. А на той стороне верхнее изголовье, где мы останавливались.
Ну все, мы выходим из Чебаркульского залива фактически. Все утомился, мы что-то накупались тут. Вода теплая. Движемся дальше. Еще километров 11. Впереди ручей Большой Сухой. До него 2,5 километра. А нам идти дальше до Кедровой. Туда еще 8 отсюда. Красивый тут скалы. Остановились передохнуть под утесом. Ой. До Кедровой речушки, ручья еще 4,8 километров. Солнце еще высоко, но уже вечер. Зашли в Падь Кедровую. Где-то здесь или есть ручей, или его нет. Все, здесь будем на стоянку останавливаться. Уже вечер. Ищем место. Пока ничего не нашли. Ягоды нет. Медведи есть. Медведи все обобрали. Все кусты поглоданные. Чуть-чуть оставили? Хорошо. Посмотрим, вот там еще место есть. Еще обратно. Расположились мы вот там вот в конце пляжа каменистого. Вот здесь речка небольшая, Кедровка или Кедровая. Попробую порыбачить немножко. А в каменном пляже есть большое преимущество. Мы там разровняли камушки прямо на камнях. Остановились. Ночью приходил медведь. Его было издалека слышно, как он идет. Я покричал на него. Он замедлился, остановился. И потом обошел палатку по краю леса. Там тоже камушки в лесу ночами. Вот там, кстати, в лесу проходит тропа вдоль всего пляжа. Медвежья, конечно, тропа. Ну вот. За счет камней его слышно издалека, как он топает. Но он не побежал, так спокойненько обошел. Сегодня опять, похоже, встречный будет ветер. Сейчас рано еще, 6 утра. Но уже разгоняется потихонечку.
Легкий ветерок встречный. А нам сегодня много пройти. До края заповедника. — 33 километра. Ну что, немножко на завтрак наловил. Там вот один маленький попался, но он, бедолага, за живот поймался. Все равно не выживет. А так мелкота в основном ловится, вот которые вот там посерединке я таких отпускал на заброс по 2 рыбки. Прям сразу. Я уже замучился их отпускать. В общем, крупноватого тут сложно поймать. Это мелочи. Да. Пойдем сейчас рыбку готовить на завтрак. Палаточка стоит на камнях прямо. Более-менее ровно было спать. Разровняли. Лодка. Продукты у нас там подальше были. Герми. Без запаха. Снаружи. Мы готовим. Готовим, чтобы рыбка, правда, мы ее уже съели практически. И сразу сообразил снять. И гречка. Простая еда. Ветер успокоился, поменял направление. Его практически нету, но... О! Нерпа! Нерпа, 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 привет! Все, нырнул. А, нерпа пришла, всю рыбу распугала, наверное. Стою тут, никого не трогаю. Чищу зубы спокойно. И вот из этой березки выходит такой мишка. Большой, такой уже пожилой, похоже. Видимо, они сюда пить хотят. Пить ходят. Ну ничего, крикнул ему, он увидел нас, развернулся, обратно пошел в лес. Сейчас, наверное, в обход где-нибудь выйдет. Кстати, вот надо подержать камеру. Может, где-нибудь там выйдет. Он, по-моему, ночью и ходил. Все, мы сейчас собираемся, выходим. Все, мы собрались, набрали воды в речушке и двигаем. Сегодня у нас 33 километра надо пройти по плану. Вон бухточка. Следующая за кедрой. Тут какие-то домики, зимухи, наверное. Вот такой пляжик. До точки обеда еще километров 9. Смотрим, вроде пока погода хорошая. Ветра особо нет. Идем нормально. Час. До обеда 5 километров примерно. 4,8. Там речка какая-то. Там остановимся. Пообедали. Вот у нас борщик такой. Тюнечек тут спрятались. Жара. Борщ. Вкусный. Сейчас дальше пойдем. Сегодня штиль стоит. Это хорошо, идется быстро. Но жарко.
Снимай. На берегу ходит Мишка. Приближение сделай. Сделал. К нам сегодня побольше, по-моему, выходил. Ну да, этот какой-то небольшой. Что? Небольшой. Заметил, нет? Заметил нас? Да. Нас заметил. Мишка, привет, не бойся. Мы тебя не... Ух, Побежал, побежал. Мишка, не... Нифига он лазит. Скалолаз, Полез. Мишка. Ну пошли. Миша, пока. Точнее, прощай. К нам не приходи. Прошли мыс Разбор. Вот проходим его, какой-то такой длинный, непонятный. Тут, по-моему, он тоже. И теперь идем в бухту Сосновка. Все разверни, пожалуйста. Неудобно. А вот все. Вот туда идем. В бухту Сосновка. Может быть, около речки Куядла кордон. Может быть, там встанем. Вот там где-то. Если раньше не найдем полянку. Но что-то Мишке уже не... спать мешает. Каждую ночь приходит. Лучше уж на кордоне поспать. Мы только что пришли в Баргузинский заповедник. Здесь какая-то тропинка, мостик и кордон. Сейчас мы зайдем, отметимся и уже будем искать место для стоянки. Здесь ручеечек. Чё? Вот. Остановились в Сосновке. Место вообще супер. Вода теплая. Кордон, кстати, вот там. А здесь просто у нас соседи, которым мы даже очень рады. Все-таки меньше вероятность, что придет медведь, когда больше народу. Сейчас палаточку поставим и купаться. Или лодку хотя бы затащим. Мы по дороге видели еще одного медведя. Не сняли его. Ну да, он маленький там, бегал по берегу. Тут надо было сильно сворачивать с пути. Красота. Так вот расположились. Там у нас соседи. Вчера в баньку к ним сходили. Огонь, если надо. Сань. О, тут горы.
Какое уютное место тут. Хотели пораньше сегодня встать, выйти. И что-то до сих пор расслабляемся. Сейчас уже соберемся. Пойдем зайдем на кордон, отметимся. Так вот. И пойдем. Додавши сегодня. Завтрак у нас кашка была рисовая с молоком. И кофе со сгущенкой. Так вот. Вот стояночка такая. Так, а где тропа? Мы идем на ручей за водой. О, экологическая тропа Шумелиха. Так. О, что-то длинное. О, к ручью. Это вот здесь уже шумит. Вниз, вверх. А? Вниз, наверное. Нет. Почему? Хорошо. Вверх? Давай, пойдем вверх. О, мостик. Вот и мостик. Шумелиха. Речка. Отчаливаем из Сосновки. Время уже 11:30. А вот там впереди кордон. Отметились на кордоне и додавши. Речка Сосновка. Там стайка чаек сидит. Проходим отмель от речки. У нас это ветерок попутный наконец-то. Не знаю, надолго ли. Но вот, поддувает нам. А вот бухта Сосновка, с которой мы ушли. Остановились передохнуть. В заповедном лесу. Лес такой густой-густой. И там горы.
красиво. А впереди мыс Вулкан. До него километров 5, и мы там собираемся пообедать. Остановились пообедать. Супчик хотели сделать, но тут вдали загрохотало, и сюда надвигается гроза. Поэтому решили ограничиться паштетом. Успели, главное, котелок поставить. Кастрюльку. Все, сейчас уже обратно упаковались. Вот гремит гроза. Сейчас быстренько перекусим и запрыгиваем в байдарку. А на пути нам даже и гроза не страшна. Отходим с мыса Таркулик. Вот тут речка тоже Таркулик. А вот там гроза, которая нас прогнала отсюда. Непонятно, она нас зацепит или нет. А решили. Точнее, уже перекусили. И идем еще до стоянки, до Давши. У нас 11 километров. Вот до того мыса и дальше. Направо. В бухту Давша. Легкий попутный ветерок. Да, там камушки посреди, казалось бы, Байкала. Но нет, здесь мелко. Мы идем вдоль мыса. Вот, по-моему, вот тот вулкан. Потому что я тогда сказал вулкан, скорее всего, все перепутал. Потом посмотреть по карте. Нет, ну уже, ну или тот, или вот этот. Это больше похож. До мыса еще 3 километра, и потом еще километров 6 до Давши. Какой симпатичный мыс. На входе в бухту Давша. Наверняка там даже поляночку можно поставить. О, поляночка есть для палатки. Кстати, шумит что-то. Ручей, наверное. И речка. Красота. Теперь мы точно все определили. На табличке прочитали. Это мыс Вулкан. И дальше бухта Давша. Красивый мыс. Тут, кстати, даже на той стороне поляночки удобные, чтобы встать. Ну, вроде бы, с воды, по крайней мере, так кажется. И камни такие, с них даже понырять можно. Но стоянка у нас в Давше. Запланированная и разрешенная официально. Такая вот красивая бухточка.
ветерок ой, попутный. Нас прям куда надо гонит. И вот там впереди как раз центральная база заповедника. Мы идем туда отметиться, и там где-нибудь и остановимся. 5 километров до туда еще. Высадились в Давше. Тут центральная база Аргузинского заповедника. И здесь начинается маршрут на Давшинские столбы. Смотрим, если успеем, может, сходим туда. Вот на этой полянке нам предложили расположиться. Расположились в таком месте, беседки на тропе. Сейчас, наверное, здесь же и палатку поставим. То, что в самой деревне там как-то не очень. Поляна, трава какая-то болотная. А здесь красота. Вот как мы расположились в Давше. Прямо на тропке. На Давшинские столбы. А столбы они вот, собственно. Вот эта вот горка. Вот так мы делаем утреннюю зарядку. Вот одна солнечная панелька. Вот вторая подальше. А это эротический валун, который притащил сюда ледником. Завтракаем. А скоро будем собираться и пойдем дальше. Хорошее место, доброе довольно. Мишек меньше здесь, чем вне заповедника. Никто не приходил. Даже следов здесь рядом нет. Ну там подальше есть, ближе к деревне, к поселку. Погода хорошая. Готовы отчаливать из Давши. Вот эти вот камни
похожи на те, которые в мультике «Песнь моря». Кто не смотрел, всем советую. Так стояли не в Давше, а на Давшинских столбах. Ну, рядом с Давшинскими столбами стояли, да. У нас много похожего на «Песнь моря». Нерпы выглядывают также. И еще звуки остывающих камней на пляже. Мелкой гальки. Очень похожи на волшебные звуки из «Песни моря». Идем вдоль заповедника. И очень много горевшего леса. Ну, уже сколько лет прошло, наверное. Уже чуть-чуть восстанавливается. Так, все равно. Мишкам тут не очень. Вот после Давши. Дошли до мыса Черный. А до обеда еще 7 километров. Тут зимуха есть на мысе. Большая. Вот. Куда-то туда, вот 7 километров еще до речки. Там пообедаем. Прошли реку Большая. Сейчас пойдем подальше. Пойдем туда, за мыс. Там пообедаем. В реке в заповеднике нельзя вставать. Даже на обед. Поэтому идем дальше. Вот такие вот суда ходят тут. Катамаран на 3 баллонах. Ну, либо тримаран. Ну, тримараном сложно их назвать. У него скорость примерно как у байдарки, по-моему. Может, чуть больше. Грести не надо. А мы остановились пообедать около кордона северного. Как раз за речкой Гульзельдеры. Как-то так называется. Или Гульзельдеры. На обед у нас будет супчик куриный. А стоянка будет на мысе Кабани. До него еще километров 17. Речка Язовка. Здесь вот Зимовье есть. А вот там вот виднеется мыс Кабани. До него 12 километров.
на Байкале. Штиль. Красота. Солнышко светит. А вот тут, за горами, что-то собирается, грохочет оттуда. Вот. А где-то дождь льет, похоже. А мы вперед. К Кабаньему мысу. И к речке. Может, у речки остановимся. Остановились размять ноги. Тут такое болото посреди леса. Дальше до точки еще 3 километра с небольшим. До мыса Кабани. А мы остановились на кордоне Кабани, в устье одноименной реки. Вот тут речка. Тут, кстати, кончается акватория Баргузинского заповедника. И можно порыбачить в устье, но не в реке. Сегодня нам опять с ветром повезло. Очень повезло. Очень повезло. И попутный ветер. Ну такой, не прямо уж не сильный, конечно, но попутный. Вот сейчас тоже поддувает хорошо. Нам бы и дальше такой. Было бы очень хорошо. И грозы нас не подмочили. Они все ушли куда-то за горы. Ветером. Все, сейчас будем купаться и готовить ужин. А на рыбалку уж завтра, наверное, с утра. Как я мог пропустить стоянку? Сидим, готовим ужин. Елисей пишет дневник. Тут такой у нас красивый закат. Вот. Нет, это надо на берег выйти. Вот такой у нас закат. Красиво. У нас тут ЧП произошло. Мы уже в палатку залезли, спать собирались. И вдруг лодка перевернулась. Елисей услышал. Шаги услышал по камням, что Да. камни падают. Я вышел, с фонариком посветил. Там медведь ходит. Ну, я его оттуда прогнал вроде, покричал на него. Вот он нехотя ушел в лес. Возвращаясь к палатке, а он уже тут как тут идет мимо домика вот этого. Мы решили убрать продукты. Подходим к беседке, а там продуктов нету. Он их утащил весь баул с продуктами. И разорвал, и съел. С утра посмотрим, что там осталось от продуктов. И, скорее всего, эвакуируемся. Ну, посмотрим, да, что делать. Не знаю потом, как продолжать отсюда будем поход. Ну вот Ну, пока этот- так. Утро этот вечером Мишка- мудренее. Утром будем думать, Да. что делать. Нам сказали, что этот Мишка уже тут палатку разрывал, поэтому мы эвакуировались в домик по-быстренькому.
доселились. Угу. Вот. Байдарку эвакуировали, чтобы он хорошо хоть байдарку не байдарочка у разодрал. нас. Вот тут стоит. Вот она. Сейчас закрывай. Ну все. Утром будет информация. Сейчас спать.